Ну а сейчас мы в районе Гурзуфа, а в районе Гурзуфа это значит Массандра. Пойдемте на завод Массандры, посмотрим погреба, попробуем вино и все такое. Не переключайтесь. Ну и вот мы переместились уже в район Массандры. Здесь у нас по левую руку виднеется магазин. Написано, что фирменный магазин, но нас еще впереди будет ждать. Нас будет ждать магазинчик в виде ангара. Там мы будем с тележечкой затариваться коробочками. Все, идем, нас экскурсовод наш ведет. Такая вот перед входом история. Возможно, даже эта бочка не бутафорская, а некогда в ней содержалась винишка. Ну и вот территория завода. Сейчас мы туда проникнем. Сама экскурсия планируется минут на 45. Это еще до дегустации. Ну а после еще будем дегустировать и закупаться. Отличнейший район Массандры. Целеуказатели. Ну и, конечно же, главные ворота. Тут у нас виднеются и бочечки, видимо, в которых находились когда-то какие-то вина, а может быть и портвейны. Ну и за этими чудо-воротами нас ждет счастье. Крымское счастье. Я с вами. Приоткройте сумку. Так, прикладываем в окошко. Здравствуйте, окошко. Здравствуйте. Доброго вам вечера. Добрый вечер. Меня не снимать. Сразу говорю. Снимайте все вокруг, всю красоту, кроме сотрудников. Сотрудников не снимать. Ну, вы все сами слышали. Я, возможно, в какой-то момент сорвусь и будет конфликт. Какие-то забавные. Ну, друзья, сами понимаете, в Петербургах мы все это проходили, ну и теперь это все в мрыке. Ну и как? Вот начинаем сегодняшнюю прогулку по заводу Массандра. За спиной у нас подсказка, чтобы не забыть. Ты уже раздражаешь людей, понимаешь? Почему? Делаем вид, что мы его не знаем. Ну что, мы бы сам глаза. Это может быть взаимно, вы понимаете? А меня тоже будет меньше это всей степени волновать. Вас не снимать. Будьте любезны, не провоцируйте, пожалуйста. Попросили, это наше желание. Не правда. Так вы можете со своим желанием оставаться. Вас. Я хожу, снимаю вокруг вас, а вы триггеритесь на меня. Оп, там начинают. В общем, буду тетю в кадр не брать, стараться и снимать все вокруг. Поэтому идите вместе с писателем. Не теряемся, не отстаем. За бочки, за бутыль мы не заходим. Пускай коллекция стенок пулевиков. На самом деле это не ковер история, не пулевиков, это высоковластность. Коллекция влажность 86% подвала. Индикатор микроорганизма некрасивейшим ковром ложится на стены. То есть это климат где угасает. Ну а если климат идеальный, вино уже будет воспитываться в прекрасной форме. И потом бутылочка к вашему столу будет идеальная, да? Извиняюсь, но как Мы есть. вокруг, дальше вместе. Спасибо огромное за внимание. Пойдемте.
Значит, будем меня смотреть, как я буду на все ахать и охать. И дегустировать. Самое главное. Я чувствую, конфликт у нас сегодня будет. Вы посмотрите перепалочку очередную. У нас товарищ Егоров виднеется. Это, конечно, интересненько. Потом дам время, вы спокойно пойдете, все при всем или фотографируете, да? Вы помните, что времени очень мало, поэтому я... Где сколько? Спасибо. Начнем с Массандры нынешней. Статус слегка изменился более 2 лет. Мы теперь акционерное общество, Банк России Ковальчуки, выкупили Массандру и создали блистательный холдинг самых талантливых виноделин. Называется холдинг «Мое вино». В него входит Новый Свет, Инкерман, Усадебноморская и мы. Но наша работа... Ну и вот так. Эта злостная экскурсоводша позволила нам погулять по территории, осмотреться. Что из интересного она сейчас нам поведала. Здешние часы, которые установлены в этой башне, можно сказать, им 130 годиков. Якобы никогда они не ломались, лишь в годы оккупации немцами использовалась как мишень, расстреливалась. И вот там над часами есть окошечко с колоколом. Ну и по колоколу тоже доставалось, и якобы на нем есть следы пулевые. А часы бьют каждые полчаса, наводя здесь красоту. Так, всяческие памятные мемориальные доски. Вот есть пролетарии всех стран. Соединяйтесь. Ну и вот какая-то история винодельная. Видимо, прессы для выжимания, бочки с гербом Массандры. Ну и, скорее всего, вот это вот ворота, которые ведут в хранилище. Но мы сейчас там окажемся в том числе. Как сказали, на постройку всего этого комплекса было потрачено около 1 миллиона рублей золотом из казны. Деньги на то время неимоверные. Голицын знал толк, как потратить. Ладно, все. Нас зовут внутрь, буду стараться и там показать. И, кстати, вот сам бюст Голицына Лев Сергеевич. Знакомьтесь. Ладно, все. Идем внутрь. Двери, надеюсь, дико историчные, но тут вымазаны слоями всего. Так. Только без фотоспышки. Так, все наши спустились, нет? Какие-то дикие марочные вина. 4 молодолюдей на этом подвале, 4 копии внизу. Первое царство, друзья, это Восток. Там почти половина всей коллекции. То есть мы, получается, сейчас в подвале. 475 тысяч бутылок. Не переживайте, позже мы зайдем и все там полюбуемся. Прошу ваше внимание на вторую галерею. Меня атаковали. Первый Голицын в дверях абсолютно подлинный. Это гордость всей коллекции.
эталонный фонд. Эталонные вина – это высокий образчик для подражания. Наш гений Голицын потратил полжизни, объехал весь мир, 3 состояния, чтобы собрать самые изысканные вина, привезти в Россию, привезти в Крым, подарить Николаю II для будущих поколений. Понимаете, он собирал действительно историю виноделия, культуру виноделия, мастерство со всего мира для того, чтобы наши русские вина были на высоте пьедесталя красоты. Нужно много знать, чтобы создать великое вино. Да, он говорил, вы должны знать образчики, а свои вина делать не хуже, конкурентоспособны. И второй момент, ну как вы думаете, человек творческий, духовный, эмоциональный, расточительный, щедрый, до последнего Конечно, дня тут он тратил на свою страсть, бутылок. вино и виноделие. И якобы самая старая 1770 года аж. Все движимое-недвижимое было заложено, перезаложено. И за огромный кредит долги, понимаете, что он мог все потерять. Это же безумие, отдать 40 лет такой страсти, изучать виноделие, влюбляться, внедряться в это искусство и все потерять в плиточке. невозможно. Тем более в конце жизни он заболел. Воспаление легких его просто выжирало изнутри. Подвал изучил, поэтому бочка, конечно, разного объема. Где-то мастер стянул 25 клюков, где-то 30, объем меняется, значит закладка меняется. Я уже говорила, это ручной труд. Бутылочка элегантно попадает вино. Под дорогую португальскую цельную пробку это кусок дерева лучшего качества. И эта пробка, самая дорогая в мире, заливается сургучом и в перчаточках выставляют эти бутылочки. Чет, это все вручную. Представьте, как влажная работа. 4 горизонтально и вниз. Маленькая бочка сюда входит. Я уже говорила, что это коммерция. Видите, популярен у нас Херес Массандра, наш роскошный мужской коньяк. Вот такой экспонат интересный. Видите, как продается хорошо. И цена уже хорошая. Так вот, я вам еще говорила, что львиная доля коммерческий фонд. Не ищите хронографию свой год не по годам. Вот любая ниша распродана, и снова молодая кровь, молодая красивейшая коллекция войдет. Ну поймите, тут воспитание не шампанских вин. Наши бруталы не терпят лишнего прикосновения. То есть мы свою бутылочку к шампанских пипитерах не прокручиваем, осадок не сбиваем, уровень не меняем. Никаких манипуляций с вином. Этот мостик между эпохами, галерея проходит от площади. Мы пересечем всю площадь и зайдем в то славное советское здание, где администрация в подвалы. Сейчас под площадью, по которой ходили в начале. Что же здесь? Здесь много дополнительных. Херес 2008, 2009, 2011. Но климат, обратите внимание, поменялся все-таки. Теплее, нет той высокой влажности. Поэтому здесь комфортно сидеть свой эпохи. Обратите внимание вот на тот винтаж наверху, да, везде, где плоское донышко. Ну, молодежь, наверное, не знает, а поколение постарше знает. Человек потом не страдает. Не передать того аромата, который сейчас здесь витает. Это вот как будто разбили бутылку портвейна, скорее всего. Зрелый философия его жизни 80-120 лет. Не моложе. А берется, знаете, как обычно, только тюлька. Это 4 метра в форме. Сейчас у меня дерево, но другие нужды. Ну, наверное, это даты, когда его залили. Бочки дубовые. 454 бочки здесь. Они еще вон туда вглубь уходят. Но мы до сих пор находимся, наверное, мы вот под площадью прошли через ту галерею. И мы сейчас оказались под зданием уже советского времени, при Егорове построенным. Делайте все фотографии, которые вы задумали. Здесь потрясающе, конечно. Очередная план Вы меня, безусловно, услышите. цеха. И вот мы сейчас зашли здесь, когда? Вот мы сейчас на первом этаже, до этого мы были в подвале. И вот тут так веером расходятся бутылки, бочки. Здесь слева бочки. И еще. Здесь, конечно, так не получится. Тонкая, природная такая шишерная порода, она рыхлая. И
бы обвалилась прямо на шедевр, на коллекцию. Поэтому эти туннели создавали вручную. Шахтеры из Донбасса ручным шахтным методом, делая ножом по краю, они укладывали туннели. По схемам буквально 7 вееров, 2 веера, вот они. Можно насладиться 5 рабочих зон. Они все очень похожи. Начало туннеля от поверхности к скалу вгрызается только на 5 метров. Конец туннеля 53 метра вглубь скалы. Длина каждого туннеля 150 метров, ширина более 5. Видите, какой роскошный климат, свет, прохлада, струится по ногам и рукам. И это климат, поверьте, ни смен, ни летом, ни зимой, ни весной, не важно, какой климат за периодом. В конце туннеля видишь, такие мощные трубы, которые... Такая вот история. Всяческие прессы, скорее всего, бочоночки, кадочки для ножное выжимание. Вот, еще, это бутылочки, пробку апробировать, тоже, конечно, насыпанные, плюс еще деревянная. Ну-ка, запах. Ну, не знаю, чем пахнет, ничем, но тяжелая, видимо дубовая. Фотографии, как здесь это все дело кипело, делалось, сооружалось. Есть радостные люди, которые совершенно не против, а кто-то против. Знакомиться с историей всегда нужно. На 1895 год репродукции с фотографией Массандра. То есть вот такая панорамная сделана. Здесь даже еще крыша черепичная. И в этом французской колыбели живут только премиальные, красивые, сухие вина. Премиум – это только ручная работа, французское итальянское оборудование, гравитационное изящное наделие, и каждая ягодка собирается мало премиальные вина, ну вы слышали, наверное. То есть это все идеальный отбор с идеальной товарностью. Здесь они живут от 3 до 8 месяцев. Плюс еще какое-то отделение номер 2. Ну, в этом году, вы видите, 2 лагеря на совхозах, это будет в среднем 2-3 тысячи бутылочек. То есть совсем немножко. Мы предпочитаем красные, растения по шапечке, да? Ворота раздвижные. Материал здесь живет. Бастарда, роскошный, нежный мэрмот и страстный. Ну и вот мы опять перемещаемся на лестнички. Нас ведут, наверное, на 3-й этаж. Там-то мы и будем проводить дегустации. Дегустационные процедуры, как доктор прописал. Вообще, наверное, надо с этого было начинать, но... На экскурсию тут примерно человек 20 собрали, поэтому будем мы тут сейчас в очередях. Она рассказывала, что перед оккупацией, или даже нет, перед 17-м годом подвалы были замурованы, и в революцию до этих вин не добрались. Вот. Это наша жизнь, наша работа. Мы живем, это для нас наша душа, наше сердце. Вот, смотрите, здесь всякие выставлены образцы Массандры, медали, которые получали на всевозможных выставках. Я на них заострять внимание не буду. Бежим к дегустации. Там уже часы бьют ровно 8, кстати. Вечером мы на последней экскурсии сейчас. Так, тут девушка просит предъявить мультипаспорт.
Сейчас я найду своих коллег по дегустации. И надеюсь, мы тут где-нибудь... Так, сейчас. И, собственно, сама история с дегустацией. Вот мы видим 10 бокалов. Мы сейчас будем дегустировать как-то. Вот. Я сразу очечки с собой взял, чтобы не было видно моих наглых глаз после. Ладно, начну дегустировать. Включаемся. Розовые, красные. В жару мы называем еще вино-столовой. Запомните, то есть они макеты сопровождают вашу посетителя. трапезу летнюю. Глоточек красного красного, кусочек сочного, медленного, прожарки мяса, например. Какое сочетание красивое. Или белого с какими-то морепродуктами. Все в ваших руках, Водичка, у нас изобилие всего. Уважаемые гости, проходит несколько этапов. Я попрошу поднять первый образец. Они подписаны на разносе. Обратите внимание, как я взяла бокальчик. Если вам не сложно, возьмите точно так же. Только за ножку. Ножка, талия бокала. Держим очень деликатно возле юбочки. Нижняя часть бокальчика, ну, винодела такое название. Видите, она как юбочка, правда ведь? Юбочка или пяточка еще называют. А мизинчик вот такой раз и зажмите под нее. Все, удобно вам? Второй этап, слегка наклоним к свету, примерно на 45 градусов. Вино увеличится в объеме, и мы, как истинные дегустаторы, ну, правда, еще любители, конечно, после этой дегустации мы будем помнить. Мы насладимся красотой вина. Чистота, блеск, прозрачность, свежесть. Понятно, что таких ярких слезок нет, это молодое вино, без бочковой выдержки. Тонкое, изящное, нежно-соломенный-золотистый цвет. Вино здоровое, нет ни хлопьев, ни мутности. А затем, посмотрите, колыхните бокал, закурите вино, пусть подышит, насладится кислородом воздуха, обогатится его тонкая душа. И она раскроется. Аромат, что прямо так сильно вы прямо живете, трепещете душу, да, что распускали. Так вот, вы возьмете верхней части бокала, вдохнете аромат. А затем наберите небольшой глоточек, скромный, и покатайте его по рецепторам. Не сразу проглатывайте, а согрев покатайте. Вы понимаете, о чем я? Вот утром мы получим зубки. Вот так, но покатайте вином, а не водой. По защечному пространству, по языку, пожуйте капель. Дайте вкусовым сосочкам насладиться телом вина, вкусом вина, его телом. Последний этап дегустации, тут все понятно. Послевкусие. Насколько вино понравилось или нет, купите или воздержитесь. О каждом вине мы с вами, как уже такие почти профессиональные дегустаторы, мы его оценим. Очень сухое, Обратите очень внимание молодое. на совет. Друзья, первый образец. Название вина. Алигате. Белое, сухое, ординарное, натуральное и последний самый. Ну, второй образец, вы без меня вы с первого глотка узнаете. Это приятно. Хороший такой, как вам сказать, легкий, легкого тела. Вот так сказал бы винодел. Легкотелое кабарне. Давайте не путать густым и водянистым. Это будет мягкая бархатистость, изящество. Хотя кабарне он характер, он яркий по характеру сорт винограда. Но вы знаете, мне нравится кабарне. Он истинный брутал. Ему не важно... Номер 3. Название вина, моносортовое исполнение бастарда. Ну, мы скажем бастарда, в Португалии бастардо, да? Роскошный сорт винограда, знаменитейший. Но здесь хочу поправочку сделать. Это наша селекция. Магарачи, опять-таки. Однажды те советские вина, они Прям запашок какой-то. роскошный, красивый бастарда и яркий сапирали. Два характера, представляете? Ну, говорят, это несколько лет, 5 попыток, и не получалась селекция. Почти плюнули на это. И молодой специалист, он даже еще не был родильником, все-таки остался на своей. Образец номер 4. А можно вопрос? Может, кто-то узнал меня? Да. Кто огорчился и устал, пусть выпьет хереса бокал. Он потечет
огнем пожизненно, Такой, и сердце вновь что-то должно быть крепенькое. Господа, ну это наша гордость. Мы же на самом деле крепкие, мощные, такие монументальные, и вина мы такие любим. Это наши три кита. Херес, Мадера и Портвейн. Херес Массандра, белая, крепкая, крепленная, марочная, выдержанная в дубе от 3 до 5 лет вина. Мужской, обжигающий страстный коньяк. Вино коньячного типа. Переходим к 5-му номеру. Белая, крепкая, крепленная, Мадера. марочная, выдержанное бочковое вино. Вы поверите, здесь тоже Альбио Вердена Сесар. Но херес – это абсолютно другая технология. Это прохладный подвал. И вино воспитывается под хересной проживой дрожжей, солерой. А Мадера – это солнечный солярий. Как на модели, под открытым солнцем, вино живет 5 лет. На берегу моря, солнце, морской бриз – это просто царские условия для этого дамского коньяка. Мадера – дамский коньяк. Цвет – роскошный янтарь, богатая осень в бокале. Мадера считает царица осени. Она уместна именно осенью в бокальчик. Голицын возмущен, господа. Мы готовим большое доброе русское вино. Мы поднимаем на деле российское колено, все везем с Европы до спорта. Что-то левой рукой Нет, взял. я ценю португальские работы. И левой плохо руковожу. Но все, что идет царскому Что-то двору, и правой не очень. это не качественные, не бочковые вина. Я требую заменить свои портфели. И он спьян, а его талантливый надел царских подвалов. Портвейны пошли. Это роскошное южное вино. Николай II, говорят, он потрясен. А нет. Сделал пару глотков, отметил, господа, это поистине королевский напиток. Такой прям сладкий-сладкий. Выдержка в дубе от 3 и до 7 лет выдержка, 18,5 крепости и 8 сахара, 80 грамм на дециметр. Да, я вижу, За счет большого количества сахара алкоголь практически не чувствуется. нарядно сладкий. Ну или это после Мадеры. В этом, конечно, красота. И это истинные, такие, знаете, Очень сладкие. но они коварные. Так, на этом этапе мы перешли к 7-му номеру нашей дегустационной карты. Так, правой рукой. Солярий для Мадеры. Я говорила, Мадера под солнцем. Но казалось, Ну что, очередная Мадера. А здесь Нюхаем. По запаху, да. И родился великолепный десерт. Курага какая-то. Его назвали Мадера десертная. Правда, у нас очень маленькие партии, и вы можете насладиться только в Крыму. Очень сладкий. А что Прям здесь, на компот. мой взгляд, я не хотела. Прям очень компот. За окном букет классическая коньячная ореховая Мадера. А платочек сделали изумительный южный сладкий десерт. Прям. Да? Варенье, белое жира высшего. Да. И уходит режет. Кагор. Мы перешли к Кагору. Это что-то такое. Это вино Церковное церковное, вино. Да? Кагор. Это кровь Иисуса Христа. Крепленая И нам кровь. подают проспиру. Проспира – это тело Иисуса Христа. Мы причащенные и осветленные, мы обновленные после таких причастий. Кагоры у нас создавались очень давно, в царские времена. Этот же Кагор уже более современная работа. Почему он влюблен в свой стиль? Кагор, говорим, не показываем. Натуральный, хороший, молодой. Нашему 8-й номер пошел. Понятно, что когда бочка есть, Кагор, Конечно, очень похож по цвету и плотности на Каберне, но оно промоталось, заканчивалось. И да, сейчас я сравню с Каберне. Кагоры стали крепить. А нет, такой Каберне очень легкий, а здесь за счет крепленности его. Ну, исключение десертов 3 года. Классика десертов 3 года. В этом Кагоре целых 3 года были. Роскошно, Очень сладкий, и крепленность здесь уже чувствуется.
Если вот у Мадеры столовой крепленности не чувствовалось, то у Кагора, у этого прям и то прям. В букете много каких-то очень насливов подвяленного. Подвяленного черноплодя. Как бы там ни было, это вкусно. Мускат белый красного камня. 13 крепости, 23 сахара. Это десерт ликерного удовольствия. Господа, оценивайте его, восхищайтесь. А с меня маленькая история. Хотите? Запах приятно кисленький, такой фруктовый. Это был Будапешт. 58 На вкус тоже сладкий, очень сладкий. И здесь уже спиртозности не ощущается ни грамма. Запах, мое почтение, господа. У нас экскурсовод очередную историю. Что посреди дегустации с бокалом вина вскочил и отметил, господа. Я не представляю, как на этих всех дегустациях, когда проходят конкурсы, дегустаторы не спевают. Они как бы пробуют, сплевывают это или как это вся история. Как они выбирают что-то. Попрошу всех встать. Все говорят, нет, это Будапешт. Это в истории, сейчас вставать не надо. Насколько это был шедевр бокала. Прошу всех встать, сейчас заиграет гимн. Люди искусства, виноделы всего мира поднялись, и тогда будьте счастливы, здоровы, полностью у меня по очереди все стоит. И у нас вот с 1 по 9 номер, то, что мы сейчас дегустировали, выставлено. Мы сейчас идем в магазин и ищем там музейную экспозицию. Следуем в магазин. В принципе, сейчас мы сразу бежим к 9 номеру. И я думаю... Вот тут по номерам в магазине выставлены ящички, по которым мы сразу дегустировали там вот и 4 и 5 номера. Вот здесь с правой руки и 3 номер. Кто это у нас здесь был? Бастардо. Такой, конечно, легонький, не сладкий. У нас поручик из коалиции. Это то же самое, что ли, Так, и мы... 9, конечно, что-то я не вижу почему-то. Но мы сейчас... Вот, 9 как раз здесь. На него уже напали. Это вот и вот ентот. Чё почем? Хоккей с мячом. 1004, 1040. Рук-то хватит, ребята. Так, сейчас пойдем возьмем. Короче, друзья, я сейчас пойду подзатарюсь, не знаю, что-то выберу. Ну и будет что за ужином попробовать. Ну и вот так, с коробкой в руках, мы возвращаемся с экскурсии по заводу Массандра. Там я уже на кассе не снимал ничего. Ну все, идем в свой попелац и едем до дому. Спасибо, что были со мной в этой странной такой прогулке по заводу. Не повезло с экскурсоводом. Очень все скромные люди, но что поделать. Продолжаем гулять дальше. Всем пока.